Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу вам показать, как и где я храню свою косметику, то есть мой такой небольшой бьюти-уголок, где я крашусь и привожу себя в порядок. Так что, кто любит такие обзоры, продолжайте меня смотреть. Как вы видите, вот это мой туалетный столик, и здесь я расположила свои кисти. Давайте я вас подвину немножко и покажу вам свои кисти. Вот кисти я расположила вот в таком контейнере. Давайте я вам покажу поближе. Я его приобретала на Shein. Да, по-моему, на Shein приобретала. Здесь 3 отсека, и я здесь положила все свои большие кисти, которые... Ой, что там упало. Так, что-то упало. Все свои большие кисти для лица. А вот в этом контейнере я расположила кисти для глаз. Вот, много кистей я брала с Алиэкспресс, с Shein, с таких вот сайтов. Здесь у меня вот такой контейнер с помадами. Здесь немного пусто, потому что кое-какие помады у меня в Project Penny и кое-что у меня в косметичке на ближайшее время. И кое-какие помады у меня остались в Нидерландах. Я не стала их вести. Вот. Здесь у меня мои пинцеты для бровей. Давайте я вам покажу, какие помады у меня здесь есть. Здесь у меня помада от Golden Rose, то есть не помада, а это тинт, бальзам у меня в оттенке 01. Он уже заканчивается, и хочу приобрести себе еще такой, но уже в другом оттенке. Классный такой бальзам иметь в сумочке и им пользоваться. Еще один красивый блеск от Golden Rose у меня в оттенке 107. Очень приятный, не липкий. У него аромат такой карамельный. Вот что-то какими-то там конфетками пахнет. Вот. Красивый блеск. Вообще, на мой взгляд, у Golden Rose очень хорошие помады и блески. Еще один блеск винил глосс у меня в оттенке 01. Давайте я уже не буду вам все показывать, потому что, мне кажется, я это уже вам все показывала по несколько раз. Также помада от Golden Rose у меня в оттенке 30. Красная, яркая помада, очень красивая. Также матовая помада 0,3 оттенке. И также у меня есть помада, это Matte Liquid, она более такая бархатная, можно сказать, тоже классная, в номере 01. Вот такой у меня контейнер. Давайте я вас подвину немножко. Вы можете меня немного видеть в зеркале. Здесь у меня вот такой контейнер тоже с помадами и с тональными средствами. Давайте я поближе его подвину. Так, здесь у меня помада Wet n Wild. Хорошая вот эта помада, серия от Essence. Такая я немножко умерла, но я ее часто смешиваю с яркими помадами, чтобы немного заглушить цвет. Также такая вот помада New Look, тоже хорошая серия Golden Rose. У меня это оттенок Nude Look, Coral Nude называется, в первом оттенке. Классная помада, она немного такая вот рыженькая, но тоже очень красивая. Ну, кто пользовался помадами Golden Rose, я думаю, знает качество. Знаменитая помада от Stellary у меня в оттенке 04. Тоже очень люблю ее. Покупала я ее в Ташкенте. Вот. Ну, знаменитые блески от Catrice. Тоже очень хороший блеск. Это лореалевский тинт блеск. Очень красивый. Брала его по совету Галины. 305 номер. Она очень любит этот блеск.
И этот цвет и решила тоже купить. Ну, вот эти блески, думаю, тоже у всех есть. Это от Essence. Это оттенок 201. Также блеск от Claressa. Тоже такой среднего качества. Не сказать вау. Эссенский блеск. Я его часто беру в сумку. Сейчас у меня в сумке другое. Также вот этот мой любимый блеск от Catrice. У меня он в оттенке... Минуточку, не вижу оттенок. Почему-то здесь не написано. Я не помню, девочки, но у меня в видео, где распаковки, там есть, по-моему, это 20, если не ошибаюсь. Катрисовский, классный, его до сих пор можно найти. По-моему, он уже у них в постоянной линейке. Также матовая помада от Maybelline Superstay. Высушивает губы, но если нанести уход и сверху какой-нибудь блеск, то очень даже хорошо. Такая же помада, тоже стойкая, от Vibo, у меня в оттенке 5. Это тоже матовая помада, но у этой помады очень красивый оттенок. Вот. Я ее ношу с блеском, потому что она тоже подсушивает губы. Также у меня здесь спрей. Я его покупала, спрей для лица, фиксирующий. Я его покупала в Экшене. Хороший, нормальный мой спонжик. Тональный крем от Estee Lauder, который уже почти закончился, там на один раз. Также у меня здесь тональный крем от Astra Makeup. Я перелила просто его, так как у меня там сломалась помпочка. И здесь у меня находится консилер от Astra. Вот хороший, люблю его. Тоже часто вам его показываю. И здесь у меня консилер в номере C6 от Revolution Pro. Он немного полупустой, потому что 3 тональных средства у меня в косметичке. Поэтому кое-какие помады тоже в косметичке и в Project Pen. Поэтому не удивляйтесь, почему здесь немного полупусто. Если вам интересно, ну, может быть, кому-то интересно, покажу свои ароматы. Давайте я вас поверну. Здесь у меня в таком вот органайзере. Этот органайзер я покупала в Экшене, в Голландии. И привезла его с собой. Мне очень нравится. Здесь у меня ароматы. Я не очень много покупаю ароматов. Я сейчас больше беру ароматы из магазина Zara. Вот знаменитый Сол де Жанейро. Это был набор travel версия. Там был крем для тела, крем для душа и вот такой вот спрей. Хороший аромат, мне нравится, но, например, крем для тела и гель для тела у меня вызывал аллергию. Я чесалась. Вот, поэтому я быстро зарасходовала его и все, больше покупать не буду. Вот такие ароматы мне понравились от Сол де Жанейро. Вот именно мне понравился 62 номер. Кстати, этот набор я покупала в аэропорту. Их часто можно там найти. Хороший аромат, мне очень понравился. Тут осталась совсем капелюшечка. Оп. Вот этот аромат от Zara, это а-ля Задик Волтер. Вот копия, прям вот копия. Стойкий и хороший. Держится часов 4-5 часов держится на моей, то есть коже. Знаете, я поняла, что ароматы Zara какие-то держатся хорошо, а какие-то нет. Недавняя моя покупка от Calvin Klein, Obsession. Ну, как-то я не очень поняла этот аромат. Чем-то напоминает ароматы из Советского Союза, типа Красной Москвы. Вот этот аромат от Zara. Это Cherry Smooth. Он прошлогодний, по-моему, летом или весной вышел. Я тогда купила его в Нидерландах, да, в Заре. Аромат классный, он осенне-зимний. Летом я его когда нанесла, я чуть не задохнулась. Хотя я любительница ароматов тяжелых, сладких. Но на лето нет, вообще не годится. Держится хорошо. Это знаменитый аромат а-ля Baccarat Rouge.
тоже стойкий, часа 4-5 держится. Но я не в восторге от этого аромата. Почему все так сходят с ума по этой Бакаре, я не знаю. Но, например, полноразмерку я бы не купила. Поэтому я взяла вот такой маленький флакон. Это сколько здесь миллилитров? 30. Вы знаете, что в магазине Zara есть 100 миллиграмм и вот такие 30-ки. Я беру такие маленькие. Мне не так уж понравился. Просто покупать второй раз не буду. Также мне понравился вот этот аромат. Это, по-моему, а-ля Кристиан Диор серия там с Пайжон, если я не ошибаюсь. Но вот этот аромат, он вообще не держится. Я им просто поливалась, и я его не чувствовала. Вот эта вот серия, она не стойкая. Вот на мне не стойко, не знаю, как у других девочек, но мне нет. Хотя аромат прекрасный. Здесь у меня аромат Бербери. Это мне привозил муж, он покупал в аэропорту, сам выбрал. Угадал, мне понравился. И мой спрей от Victoria's Secret, тоже заказ, тоже покупала в аэропорту. Хороший осенний зимний аромат. Я люблю такие спреи от Victoria's Secret. Вот. Вот так вот у меня все расположено на моем бьюти-столике. Давайте вас поверну. Я все контейнеры купила в прозрачном цвете. И вот так у меня все расположилось здесь. Давайте я вам покажу, что у меня находится вот здесь, в нижнем ящике. Здесь я расположила свою бижутерию. Надо как-то мне тоже снять бижутерию, ее разобрать, что ношу, что не ношу. Так, здесь у меня чуть дальше зеркало, которым я крашусь, часы, спонжик, большое зеркало рядом и вот такие вот штучки оттирать макияж. Все, здесь у меня ничего больше нету. Вот так вот выглядит мой комод. Я еще как бы не знаю, как еще красиво оформить. Ну, не знаю, посмотрю, может быть, какие-нибудь лампочки. Также я хочу какую-нибудь вазу здесь с цветами. А вот в этой коробке я храню свою косметичку на ближайшее время. Если хотите посмотреть, какая у меня косметичка на ближайшее время, я вам оставлю ссылочку внизу под видео в описании. Эту коробку подарочную я заказывала на Натину специально вот для своей косметички, потому что она большая и очень удобно в ней хранить это все. Вот. Давайте я вам покажу свой комод. Вот мой комод. Он из 4 ящиков. В первом ящике я храню румяна, хайлайтеры, бронзеры и палетки для лица. Я вам не буду полностью все показывать, потому что у меня есть видео про бронзеры, про румяна. Кто хочет, пройдите, посмотрите, кому интересно. Ссылки тоже оставлю внизу под описанием. Я купила вот такие вот контейнеры себе и расположила. Давайте я вас чуть-чуть подвину. Вот в этом контейнере у меня находятся все мои бронзеры. Они уже не помещаются. Вот. И я здесь купила дополнительные вот такие же контейнеры. И буду складывать по второму уже кругу. Здесь у меня находятся мои румяна. Обзор на румяна у меня есть, как я сказала. Так, здесь у меня что? Здесь у меня, да, хайлайтеры находятся. Вот. Так, давайте я вас еще опущу немножко. Здесь у меня пудры, рассыпчатые пудры. Пудра Too Faced. Скоро она у меня тоже пойдет в сумочку. Она темного цвета, поэтому она больше как-то на жаркие дни мне, на лето подходит. Так, здесь у меня еще один контейнер, здесь просто не помещается, у меня уже там пудры. И я складываю сюда, это пробник от Benefit, я не помню, что-то заказывала, и мне туда положили. Мои любимые румяна от Mio W7. Здесь у меня
Хайлайтеры. Шикарный хайлайтер от Revolution. Он у многих есть. Ну, там есть отдельные блестки. Хайлайтер от Claressa и хайлайтер от Catrice. Ну, а здесь у меня палетки для лица. Давайте я вам их покажу. Так, это моя палетка от Elf. Я вам часто тоже показываю. Так, не могу сейчас открыть. Палетка от Essence. Здесь, кстати, пудра, она почему-то на мне розовеет, а бронзер очень даже красивый. Палетка от Catrice. Ее до сих пор можно найти в продаже. Классный здесь румяна. И очень красивый тоже хайлайтер. Так вот он блестит. Так. Моя палетка от Liren. Здесь мне бронзер не подошел. Румяна шикарные. Моя палетка от WSM. Очень красивая палетка. Здесь шикарные хайлайтеры и шикарный бронзер. Так, ну, знаменитая палетка от Stellary, которая тоже есть у всех. Палетка от Catrice. Шикарная, очень пигментированная. Здесь румяна просто бомбический. И хайлайтер тоже виден как из космоса. Моя палетка от Rival Loves Me. Классная. Тоже много раз вам про нее рассказывала. Моя палетка от Physician Formula. Кстати, здесь неудачный хайлайтер. Он у всех потом разваливается. Я ее спрессовала уже не первый раз, поэтому я ее не беру никогда, когда куда-то уезжаю, потому что хайлайтер просто разбивается вдребезги. Моя палетка от Sephora. Часто я вам тоже ее показываю. Одна из моих тоже любимых палеток от W7. Классная, обожаю. И тени, и румяна, и бронзер. Знаменитая палетка от Revolution, от блогера Sof. Классные хайлайтеры. Здесь все хайлайтеры есть и запеченные, и дуохромные. В общем, хайлайтеры какие хотите и для любого типа кожи и цвета кожи. Классные хайлайтеры, темные, и светлые. Но вот эти два, конечно, как тени можно использовать. И давнишняя палетка хайлайтеров от Revolution. Тоже очень классная. Качество просто шикарное. Также палетка, тут я, от Revolution, от Roxy. Здесь тоже хайлайтеры и бронзеры, скульпторы. В общем, тоже палетка на все случаи жизни. Вот так у меня здесь все расположено. Потом я это все приведу в порядок. Давайте теперь я вам покажу второй отсек. Там я храню свои тени. Во втором отсеке у меня находятся тени, и я их расположила вот так пока что. Я не стала покупать никаких органайзеров, потому что, мне кажется, ими неудобно пользоваться. Ну, в общем, девочки, вот так я расположила свои тени. Здесь у меня Revolution, все большие палетки. Здесь у меня однушки и жидкие тени, и остальные палетки, малышки и более такие среднего размера. Давайте я вам их все сейчас покажу. Давайте я начну с палеток от Revolution. Думаю, у многих они есть. Это их палетки от Reloaded. Знаменитые, я их очень люблю. Ну, многие почему-то от них избавляются. Девочки, я не буду сводчить, потому что я много раз их сводчила, да, и все их, мне кажется, их знают. Так, следующая у меня вот такая. Так вот она называется. Классно, тоже очень знаменитая. Вот эта палетка самая лучшая. Velvet Rose. Здесь очень красивые цвета. Также есть у меня вот такая вот медовая палетка. Это серия из I Heart
Revolution. Здесь все шиммерные цвета. Очень красивые цвета. Это вспомогательная такая палетка. Также у меня есть вот такая гигантская палетка. Это моя, по-моему, первая палетка от Revolution была. И первый мой заказ. Я ее помню, что я ее заказала за 5 евро. Мне, по-моему, скидка была 50%. Ой. Вот. Тенями я не пользуюсь, но иногда вот пользуюсь. Здесь бронзер, румяна и хайлайтер. Тоже у многих видела ее. Но это старая формула, уже не очень. Хотя здесь очень даже красивые бронзеры и хайлайтер. Смотрите. Прекрасного качества. Вот. Ну, избавляться я от этой палетки, конечно же, не собираюсь. Потому что я не из тех, которые покупают, а потом их продает, раздает или вообще даже выкидывает. Так, еще одна палетка от Revolution, I Heart. Это Tasty, это кофе. Вот, тоже классная палетка, очень любима многими. Здесь очень красивые цвета. Вот. Еще палетка Tasty, это латте. Вот так она выглядит. Шикарные просто цвета. Тоже можно до сих пор найти в продаже. Еще одна палетка из серии Tasty. Это с коконат, то есть с кокосом. Вот. Тоже яркая летняя палетка. Ну, здесь есть шиммеры такие, как хлопушками. Есть нормальный матовый, очень даже хороший. Этот красивый очень цвет. Матовые. Здесь такие интересные, красивые. Люблю. Вот. Ну, шиммеры, вы знаете, кто пользовался палетками от Revolution, у них такие шиммеры, знаете, или хлопушками будут, или там, например, как топерные. Также у меня есть палетка от Revolution Pro. Это с польским блогером. Такая классная, здесь такие цвета. Вот эта палетка просто идеальная. И матовый, и шиммерный. Здесь просто шикарные. Давайте покажу вам парочку. Здесь есть даже дуохромы. Вот. Посмотрите, какая красота. Давайте матовый. Супер просто палетка. Вот. Еще у меня от Revolution есть палетка вот такая. Это серия у них целая выходила. Это у меня Эмералд. Здесь такие зеленые оттенки. Очень красивая палетка. Вот эти цвета просто шикарные. Обожаю. Так, у меня сейчас палетки все тут упадут. Также у меня палетки от W7. Очень люблю эти палетки. Мне нравятся. У W7 самые лучшие дюпы на Анастасию и на Худу. Они качественные, пигментированные и не такие сыпучие, как у других брендов. Очень красивые здесь блестяшки. Вот. Здесь есть глиттер, я никогда его не использую. И матовые здесь шикарные. Так, еще одна палетка от W7 а-ля Huda Beauty. Вот такая вот красота. Здесь тоже шикарные дуохромы. Вот. Смотрите. Просто супер. Эти палетки, по-моему, по 10 евро или по 12 евро. Я уже не помню. Также есть вот такая палетка у меня W7. Тоже а-ля Huda. Минутку, я уберу сводчи. Вот такая палеточка. Здесь тоже классные шиммеры, дуохромы. Просто шикарные. Люблю W7. У них много чего интересного. Кстати, у W7 сейчас вышла новая палетка а-ля Анастасия Beverly Hills Cosmos. Beverly Hills Cosmos. Не знаю, думаю, купить, не купить. Вот. Также у меня есть палетка от Mo Academy. Хороший, кстати, тоже бренд. У них тоже очень качественные
тени. У них сейчас, например, вышла очень большая палетка, только с матовыми оттенками. Тоже шикарная палетка. Многим она зашла. Вот. Смотрите, тоже вот какая пигментация. Так, давайте я вам теперь покажу вот эти все палетки. Надеюсь, вам интересно это все смотреть. Есть у меня вот такая палетка от Лотти Лондон. Тоже качественная палетка. Здесь шиммеры сразу подобраны с матовыми оттенками. Вот. Что матовые, что шиммер здесь просто шикарные. Давайте покажу вам следующую палетку. Ну, а эта палетка от бренда Техник. Здесь такие, как фольга, тень. Тоже красивые, но они очень яркие, переносятся хорошо. Но есть пару цветов, которые как вот хлопушки. Вот эти, например. Вот этот очень пигментированный. Он оставляет тинт. А так они очень мягкие. Вы посмотрите. Фольга. Шикарные просто цвета. Такая вот вечерняя яркая палетка. Также есть у меня палетка от Morphe Jaclyn Hill. Классная классическая палетка. Она, можно сказать, почти не сыпется. Шикарные здесь шиммеры, подобранные сразу к матовым цветам. Вот, смотрите. Просто шикарная палетка. Тоже долго на нее смотрела. И потом себе все-таки я ее купила. По-моему, я ее купила со скидкой. Но мне нравится. Это такая классика. Многие, кстати, визажисты используют этот бренд Morphe. Так, здесь у меня Catrice палетка. Тоже долго на нее смотрела. И со скидкой ее приобрела. Здесь тоже красивейшие шиммеры. Ну и матовые тоже нормальные. Красивая тоже эта палетка. Так, здесь у меня палетка от Essence. Города, Марракеш. Классная тоже палетка. Вот такие вот здесь цвета. Следующая тоже Essence Города Оларио. Давно я что-то ей не пользовалась. Тоже классная палетка здесь. И цвета красивые, и качество неплохое, знаете. Раньше я часто ей пользовалась, но сейчас, когда много других палеток, как-то рука не тянется к старым палеткам почему-то. Еще одна палетка от Essence. Тоже она у многих есть, тоже она многим полюбилась. Есть зеленая и вот такая вот розовая. Тоже классная пигментация здесь. И шиммеры, и матовые. Еще одна палетка от Beauty Bay. Я редко заказываю от Beauty Bay, потому что это бренд, сайт английский, британский. И как-то я боюсь. Там, по-моему, например, у нас в Греции, я вот, если правильно слышала, правильно поняла, только 3 наименования можно заказывать, а потом, по-моему, надо платить налог, что-то такое. Я один раз рискнула и заказала 2 палетки. Вот эту и еще другую. Вот. От Beauty Bay классные палетки. Я бы еще заказала, но как-то побаиваюсь. Плюс там, по-моему, около 6 евро надо заплатить за доставку. В общем, какой-то геморройный сайт. Вот, классная палетка. Обожаю тоже ее. Она такая, конечно, более летняя, но качество цене Beauty Bay, конечно, шикарное. Вот эту я палетку тоже заказывала с Beauty Bay. Это BH Cosmetic. Тоже хорошая палетка. Здесь такие вот малюсенькие рефилы. Есть дуохромы. Такая среднего качества палетка. Мне нравится. Давайте теперь покажу вам вот такие маленькие свои палетки быстренько. Анастасия Беверли Хиллз Мини Soft Glam. Хорошая палетка. Часто беру ее с собой в поездки. Такие классические цвета, но не сказать вау, она тоже сыпется. Мне, например, больше нравится Huda Beauty. Также палетка от Revolution. Это, по-моему, да, это Revolution. Такая жестяная вот упаковка. Тоже очень красивые цвета.
шиммеры и матовые очень удачные вот в этих палетках. Мне очень понравилась. Она не такая сыпучая, как другие палетки. Давайте я вам покажу пару цветов, как другие палетки Revolution. Ну и давайте шиммеры. Вот. И шиммеры, и матовые переносятся шикарно просто. Так, следующая у меня палетка это от Too Faced. Классная палетка. Я ее, по-моему, заказывала. Не помню. Или с помощью Sephora я ее заказывала. У нас классная. Аромат до сих пор есть на этой палетке, в этой палетке. Вот. Обожаю тоже эту палетку. Качество хорошее. Что у меня здесь еще? Так, здесь у меня есть малышка Huda. Тоже нравится. Мне, вот как я вам сказала, больше нравится Huda Beauty, чем Анастасия. Вот. Блестяшки, конечно, у Huda шикарные. Так, эта палетка называется Haze. Вам тоже можно найти ее в продаже. До сих пор она есть. Еще одна палетка Техник. Эта палетка красивая, но она очень-очень сыпучая. Я ей вообще, можно сказать, в последнее время не пользуюсь. Здесь очень пигментированные цвета, но она сыпется. Это невозможно просто. Но избавляться я, конечно же, от нее не собираюсь. Также есть палетка у меня вот такая вот малышка от Makeup Obsession. Классная. У многих тоже она есть. Здесь вот этот дуохром очень красивый. Боже мой, что у меня с руками? Вот. Красивый дуохромчик. Ну и другие цвета красивые. Хорошая палетка. Минутку, я сейчас хочу помыть руки, потому что уже мокрой салфеткой это все не отходит. Так, давайте продолжим. Я помыла руки. Следующая палетка это от Essence. Тоже последняя их новинка. Хорошая палетка и качество. И такая маленькая, миниатюрненькая. Тоже видела, многие девочки купили эту палетку. Вот, красивая, мне нравится. Вот это старая моя палетка. Это старый выпуск их. Catrice Bronze The Blazing. В общем, тоже красивая, но сыпучая. Здесь только шиммеры, смотрите. Цвета очень-очень красивые. Здесь даже не шиммер, а сатин. Вот. Еще одна палетка. Так, извините, пошатнула. Это от Essence Nude. Классные вот эти палетки у них. Они сделаны в Италии, поэтому у них качество просто шикарное. Тоже у многих она есть. Еще одна старая палетка от Catrice. Вот она у меня в том году была в Project Penny, но я ее даже не смогла до донышка довести. Хотя здесь очень красивые цвета. Очень красивые здесь шиммеры. Еще одни мои тут маленькие палеточки. Это палетка от Catrice. Тоже всем она полюбилась. Здесь есть также дуохром. Это вот этот. Я не знаю, сейчас будет вам видно или нет. Хорошая, красивая палетка. Мне понравилась. Она тоже такая вспомогательная. Давайте я покажу. Вот. Тоже девочки многие купили ее. И у меня осталась вот эта палетка от Эльф. Такая тоже малышка. Кому-то понравилась, кому-то нет. Она среднего качества. Мне понравилась. Такая вот палетка. У меня еще есть пару палеток, но я оставила их в Нидерландах. У меня там осталась палетка для лица от Essence. По-моему, палетка от Catrice, которая вышла у них недавно тоже. Называется Rose, что-то такое. И палетка от Наташи Деноны. Маленькая у меня осталась, поэтому я сейчас вам их не могу показать. Вот, я их не стала вести, потому что мы самолетом, и знаете, там килограмм всегда считанные. Вот. Ну, а в этом контейнере у меня находятся однушки и жидкие тени. Давайте я вам быстро их покажу.
Вот такие вот тени у меня есть жидкие от Catrice. Это старый их выпуск. Ну, смотрите, они даже не высохли. Давайте их вот так вот растиру. Они как хайлайты. Вот смотрите. Очень красивые тени. Так, у меня здесь еще, ну, знаменитый люкс визаж. У меня в оттенке 0,6. Также у меня есть в оттенке 0,1. Бежевенькие такие. Также я покупала в Ташкенте вот эти вот матовые в оттенке 109. Тоже красивые. Также у меня есть такая вот, то есть такие жидкие тени от Estee Lauder. У меня в оттенке 0,5. Давайте я их вам покажу тоже. Очень красиво смотрится. Вот. Шикарные тоже жидкие тени. Схватываются, никогда они не сыпятся. Вот, не скукоживается. Также есть у меня вот такие вот карандаши Кико Милано. Это а-ля Бобби Браун. Очень стойкие. У меня в оттенке 18. В этой линейке есть как и матовые, так и шиммерные цвета. Еще одна от Кико Милано у меня в оттенке 60. Это уже шиммерные. Так, давайте вам сюда покажу. Вот. Очень хорошие, стойкие тени. Так, осталось мне вам показать вот эти вот однушки. Классные однушки от Essence. Не знаю, можно их еще найти в продаже. Вот у меня в оттенке 17. Это вот такие вот металлические тени. Просто супер тоже. Почему они их больше не выпускают, не знаю. Также у меня есть тени от Хиан. Вот в таком номере. Тоже интересные тени такие, красивые, блестящие. Смотрите. Очень красиво переливаются. Еще у меня есть вот такая однушка от Essence. Это новинка, по-моему, позапрошлого года. Это оттенок 07. Вот. Тоже красивые тени такие. Цвета шампань. Также есть у меня вот такая однушка. Это старая однушка от Catrice. Это, по-моему, один из первых их дуохромов. Какой-то оттенок. Вот такой это оттенок, если вы видите. Красивый дуохром. Очень люблю его. Смотрите, как он переливается. Еще у меня есть вот такая однушка от Catrice. Это вот такой болотный зеленый цвет. Это новая их линейка. Тоже очень красивый цвет. Смотрится просто шикарно. Также есть вот эта однушка у меня. Это тоже немного такой дуохром. Это старая линейка. По-моему, уже их не найти. Вот, тоже красивый цвет. Он такой дуохромит чуть-чуть в розовый. Вот, красивая тоже однушка. И тоже вот эта новая однушка у Catrice, которая вышла. Тоже красивый цвет. Оп. Такой вот блестящий. Так, фокус. Красивый тоже, но она чуть-чуть такая однушка хлопушками выходит. Давайте я вам покажу все цвета. Также есть у меня вот такой вот пигмент от бренда UKMB. Я его покупала с Алиэкспресс. У меня оттенок номер 02, но я им тоже редко пользуюсь. Ну, очень даже красивый пигмент. Ну что ж, давайте я вам теперь покажу, что у меня находится в других двух ящиках. Давайте я вам покажу, что у меня находится в третьем ящике. Здесь у меня находятся вот такие
стаканчики. Это у меня стаканчики. Здесь у меня туши и мой тумблер. Здесь у меня карандаши для губ. Я не покупаю очень много карандашей для губ, потому что не очень-то ими пользуюсь. Здесь у меня все для бровей, для ресниц и подводки. В общем, вот такая вот чашечка. Здесь у меня складываю я покупки, которые я покупала. У меня было, просто я сейчас убрала, чтобы вам не засвечивать. Здесь у меня Project Pen находится. Не буду вам показывать. Вот. Здесь у меня вот такие вот органайзеры. Это у меня для кистей. Мои запасные спонжики. Это чтобы возить с собой спонжи. И здесь мой органайзер. Такая штучка. Смешивать. Ресницы с Алиэкспресс и с Shein. Вот. Куча ресниц, но я последнее время ими не пользуюсь. Так, что у меня тут еще? Так, клей от Essence, прозрачный. Такая штучка клеить ресницы. В общем, такой вот органайзер. Здесь у меня такой вот шурум-бурум. Все здесь есть. Вот. Здесь у меня комод. Не знаю, показать вам или нет. То есть 4-й этот. У меня здесь мой склад. И плойка, и книжки, и прокладки, маникюр, фон. Ну и там штативы. Все для телефона. В общем, не буду я вам это показывать, свое барахло. Вот так вот. Ну что, девочки, давайте я вам покажу, как у меня расположено все. Как у меня это выглядит. Вот так у меня выглядит мой бьюти-уголок. Ну и, конечно же, есть стул. Вот такое вот у меня зеркало. И рядом комод с моей косметикой. Ну что ж, девочки, вот такой у меня был обзор моего бьюти-уголка. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.